Ну, матрас есть, на матрас садятся, на матрасе лежат, и вот мы так были на броне. Привязали, связали, и мы были как матрасы в них. Расспросы ночью у нас выбрасывали, связывали 6 человек между собой ноги длинной веревкой и привязывали до гусениц. Наверх такой брезент кидали. На вас? Ну да. Без конца учили, пели песни дебильные. Гимн России, я его знаю наизусть. Это по 50 раз в день. А що з вами трапилося? Ну ничего, забрали прямо на месте здесь. Из дома? Да. А чому? Просто не понравился. Так? Вы вышли Ну, на скорее улицу? всего, вышел на улицу, попросили сигарету. Сказал, нету. Ну, потом вышел, там у сына были сигареты. Дал сигареты, они вернули пачку. Ну, спросил, говорю, что дальше будет? Нет, не знаем. Такую поговорку сказали, там, ну, холопов чубы трещат. И потом, говорят, иди спрячься, мы там были через дорогу в погребе. Говорит, батя, иди лучше, говорит, спрячься. Ну, я себе. Только выходить, о, стой, говорит, кажется, уже с тобой заинтересовались. Отсюда, с этой стороны, идет офицер. Сразу подходит, прикладом в колено. Говорит, так ты, говорит, майдановец? Я говорю, при чем тут майдановец? Там, говорю, да нет, откуда неизвестно. Дай телефон. Что я телефон? Да я в телефоне там же, ну, уже были такие видео, что в Буче, как Бучу брали. Ну, уже как у всех оно все было. О, да ты там наводчик там. Я говорю, да нет, я говорю, тракторист. Ну вот, откуда. Все, на броню закинули сюда. Тут еще одного паренька, который со мной был от начала до конца, и мы с рубежовки. А сколько вам лет? Мне 57. А пареньку там? А тому он с 91 30. Забрали вас на 37. броню и куда? И здесь 2,5 дня катали, мы вместо матрасов были. У них. Ну, матрас есть, на матрас садятся, на матрасе лежат, и вот мы так были на броне. Привязали, связали, и мы были как матрасы в них. На ночь То есть они- вы были связаны, руки и Ну, конечно. ноги, Да, глаза, и глаза тоже, да. и лежали на бетре. Да. И они тогда просто садились, залазили. Ну, и садились на нас, как на матрас. Ну, Кормили? на ночь нет. Не кормили? Ни в туалет не пускали, не кормили. И как же за 2 дня в себя ходить? 13 дней не ходили по большому. Ну, вы же не кушали еще. Ну да. Не, ну потом уже там один раз дали в Гостомеле. В холодильнике нам. Ну, вначале, короче, мы где-то тут ездили, ну непонятно, где глаза завязаны, все завязано. Ночью они нас сбрасывали. Ну, здесь нас 2 взяли, а потом еще там на поле еще каких-то 4 человек взяли. Скорее всего, с теробороны, ну и с автоматами взяли, такие здоровые парни. Мы вроде бы, когда нас меняли, в Севастополе были, будто бы они там были. Хотя нам такое было ощущение, что их в Гостомеле расстреляли. Будто бы. Всегда с завязанными. Ну да, всегда завязанные. Сколько дней это все продлилось? Полный плен? Да. Полный плен 44 дня. Так а как дальше было? После 2 дня катали здесь, потом привезли... 2,5 дня, а потом, да, потом нас тут возили, допросы, расспросы. Ночью нас выбрасывали, связывали 6 человек между собой ноги длинной веревкой и привязывали до гусениц. Наверх такой брезент кидали. На вас? Ну да. Ну я умел развязываться. Я так... Ну, умел развязываться, и потом сам себе сделал такой, и умел завязываться и развязываться. То я ночью там, а этому одному из теробороны, ему вообще штык-ножом с автомата прям вот это в седмицу. Сильно так его поранили, когда брали их. Ну, они были где-то на поле, то ли в Кичеево, ну где-то в этом месте, на Секвое такая дорогая машина была еще. И, ну, течет кровь постоянно. Я вот это развязывался ночью. Там, ну, ноги, руки там немножко, чтобы кровь проходила, хлопцам освобождал. Ну, так 2,5 дня нас вот это возили.
Потом расстрелы там имитировали, такое же, Это как? допросы. Ну, так, и идут, вот такая колея, там танки, идут танки, БТРы, там, БМП, нас туда прямо садят так на колени, ну, с глазами связаны. Ну, так, и танк так мимо тебя проходит, и по одному берут, выдергивают, а потом ведут в лес. По дороге так яма выкопана. Мгм. Краской или кровью там полита, как будто бы. Ну, меня первого вели, у меня так было. Я просто первый понял это все. А глаза уже были развязаны? Да, тут развязали. Так что и вас повели первого. Да, на этот расстрел. Стоят так 4 как будто автоматчика, один как будто в советских фильмах, ну такой на ножке фотоаппарат или там как будто видео, и там сразу прикладом там по голове, на колени и рассказывает, где прячутся нацики, Азов, Айдар, ну такой своеобразный бред. Ну, а я такой еще человек с юмором. Я говорю, если вы скажете, как они выглядят, то я вам расскажу. Вот так. И тут мне чисто повезло, воздушная тревога. И они до такой степени боятся, что... Воздушная тревога. Да. И быстро бежать, говорит, ты куда этого, давай его вместе, это самое, бежим. А по дороге меня в эту яму. Все, говорит, ложись. Ложись сюда, это самое... Они на это все видно или для документов, там, или для себя, или для чего, как будто бы Сценарий. расстреливают. Сценарий, да. Для Это я понял. отчетности. Для отчетности, скорее А всего. сирена срабатывает их или нашу? Нет, это было настоящее. Это было настоящее. Мне повезло. Меня не доспросили и не наша, добили. Наша сирена оттуда? С Украины идет сирена, не Вот слышит? это Или я, у них свои это я срабатывают? не знаю. Ну, скорее всего, это было настоящее. Я понял, окей. Скорее всего, ихнее, наверное. Ну, они бы так не боялись, если бы это было что-то... Ну, если Да, раньше да, было. да. Мгм. А это было не инсценировано. Это было настоящее. Действительно, там где-то начало взрываться. Ну, они меня быстро говорят, сейчас ты услышишь выстрел и не шевелись. Ну, я это понял. Ты понял? Я говорю, да, понял. Ну, они между ног выстреливает и все. И потом прошло время, эта сирена уже... А мне все, говорит, лежи, и здесь лежит. Такая яма глубокая, выкопана. А этого ведут, уже видят, что я уже там лежу, и он это по дороге это все комментируется таким образом. Вот, не хотел, говорит, а что ты того расстрелял, я все это слышу. Да, и то уже идут, ну, хлопцы, ну, боятся до такой степени, молодые, ну, вообще. Ну, и там их уже, естественно, бьют, там избивают и допрашивают это все. Хотя ну, это все гражданские были. Все, абсолютно все гражданские. Какие нацики, какие азовцы. И потом приводят тоже там, точно так же, как и со мной. Они видят, что все уже убиты, мертвы, боятся, дай закурить там перед смертью. Там, бьют, там, я уже стукаю, говорю, успокойся, бо думаешь, и сердце лопнет. Она уже понимает, тоже так, между ног, если выстрел, не ворушится, все, поняли. И так нас 6 человек, пока прошло, это где-то часов 6 они вот это пытали там этих хлопцев всех, мы все лежали. Ну, потом нас сдали уже, сдали в черной форме в какой-то. Это были в зеленой форме, еще были такие, они простые, вологодские там или чьи они там, ну, русские. А это сдали уже в такой, в черной форме ребятам. То, конечно, руки у нас постоянно сзади, вот так бегали вниз. Бьют и руками, и ногами, и прикладом, и где только они нас не возили. Ну, этого мы уже не знаем. Потом где-то и ночевали, потом ночью. Я видел, как они там и мародерничали ночью, шепотом где-то хаты обносили, носили. Мы лежали связанные на полу. Ну и потом нас забросили в Гостомель. В Гостомель, а там уже такие холодильники. 2 на 3, что-то такое. Без окон, без ничего, просто холодильники. Но там внизу было и бомбоубежище. Ну, вы поняли, где? На Лисе. Летный испытатель. Я просто когда-то там работал, то я знал. Рефрижераторы такие, да? Нет. Там аэродром, Лис, летно-испытательная станция на Гостомеле. Вот это, что бомбили постоянно. Там, где Мрия была? А? Там, где Мрия? Да, именно там. И вот это именно там, да. Ага, и там нас в холодильники засунули туда и закрыли. Потом нам еще подсунули туда, еще 4-5 человек. И так мы там были, по-моему, 2,5 дня тоже. Нас 2 числа здесь забрали, а 8 числа уже нас вывезли. Вывезли куда? А вывезли в Беларусь, в Гомель.
через Чернобыльскую зону вот это все везли. Я все четко знаю, потому что я сам из Овруча родом и езжу часто через Чернобыльскую зону. Ну, а это у нас первый раз были руки. Ну, сначала нам так завязали руки, сильно специально сказали поставить вот так руки, ну, сзади. И стянули так, что мы 20 минут и кричали не своим голосом, все. Ну, просто как будто бы в огонь руки положил. Короче, потом мы 20 минут посидели, и заходит подполковник. Это такой принцип пряника и кнута. Хороший, плохой. Приходит этот полковник, всем нам руки поразрезал. И уже так наперед, это первый раз за эти дни руки спереди поставили. Ну, и так уже легко уже. Беларуси. Нет, здесь же в Гостомеле перед отъездом. Перед отъездом. А пока тут грузили там, то как бы они так сильно вот это сделали. Затянули эти стяжки. Ну, поняли, какие стяжки. Не веревки, а стяжки. Ехали через Беларусь, через эту же Чернобыльскую зону, я все четко знаю, там где въезд в это самое, в зону и выезд. Это там прямо едет на Овруч, а тут там направо поворот, это там Радча, Вильча, такое граница есть. Я туда когда ездил, через это тоже, в Беларусь. Точно туда нас везли. Ну, я уже там подглядывал, хоть мы были закрыты, у меня кожух был такие. Ну, я уже там подглядывал, хоть мы были закрыты, у меня кожух был такие, тулуп. Воротник большой, я так ложил руки и все видел, абсолютно все. Видел, как вот это Чернобыль, вывеску, вот это сине, желтым так написано на синем. Справа проезжали уже Чернобыльскую атомную станцию, все это, и вывезли нас. Повезли, я так понял, в Беларусь, уже я потом видел, как въезд, сначала я по проселочным дорогам ехали, и увидел потом вывеску, ну, начало города, город Гомель. На какой машине вас везли? На 2 КАМАЗах, такие автозаки с решетками, зеленые, военные. Остановились, ну, они не хотели, чтобы мы днем въезжали в город. Ну и на подъезде к городу, вернее там на въезд уже в основной город, остановились так ближе к лесу, ну, уже поселочек какой-то, и мужик какой-то полупьяный, белорус, с белорусским центром. Минут 15 он их там чефостил. Что вы тут делаете? Там пошли вон отсюда. Украина никакие нам не враги, это Беларусь так. Вы там это усатого таракана слушаете. Ну, минут 15, не знаю, не сдали они его там в милицию или не сдали, неизвестно. Ну, потом он только исчез. Ну, а как ехали уже дальше, уже видел так из Белоруссии. Дальше? Да, уже дальше так, из дворов выходят. Да здравствуй, русская армия. И такие были, всякое. И потом завезли нас в Гомель. Четко я подглядывал, знаю такой, советский район. Остановка Солнечная. Я это видел, уже вечером светилось все. Потом еще одна остановка, школа. И поворачивали налево, там был такой светофор, еще налево. И приехали там. То ли то была воинская часть, то ли то было какое-то СИЗО. Ну, короче, мы там часа 2-3 сидели, нас не приняли. Не приняли. И у них там какое-то решение было, обратно нас везут. И обратно мы едем опять же этой дорогой, точно этой же дорогой, приезжаем опять на Чернобыль. Туда. Там мы спали уже в автобусе. Так и нас не в автобусе, в этих автозаках. Так как сидели, так и в туалет не выпускали. Никуда ничего не... Так а как же вы ходили? Там же? Куда ходили? В туалет? Никуда не ходили. Под Ну, а себя помогали ходили. Под себя? Кто терпел, а кто воды попил, то под себя, да. Но на утро где-то так часов 5-6, наверное, в 7 опять подъем. Ну, в смысле, машины завелись, развернулись и обратно. Туда же точно приехали. Точно туда. Но там еще, видно, догрузили еще машины 2. 2, наверное, ну, автозаками там. И на аэродром. В этом же Гомеле, только там, он, получается, в другой стороне. Аэродром. И быстро привезли, Ил-76, нас туда загрузили. И часа полтора мы приехали в Курская область. Там Прилетели? Прилетели, да, Курская область. Там специально для нас построили палаточный городок. Синие такие палатки. Лагерь? Да. И нас туда.
Там проволокой колючая огорожена, как такой, как концлагерь. Да. Поставили в там, ну там уже было 15 градусов мороза. А они там позабирали кроссовки у людей, спортивные костюмы. Это у меня был вот этот кожух, я этим кожухом хлопцев грел. Так это, что вам сказать. И они не кормили там? Не в палатках в этих уже кормили, но там кормили так. Бегали мы там как лоси, там просто расчеловечивание проходило. Как это? Что это? В чем это выражалось? Это всегда голова вниз, руки всегда взад. А так один за другого впереди так цепочкой бегали. В туалет там 1 минута не успел, там уже выбегай, да. Собаки постоянно гавкают, овчарка. Постоянно надо было с нами овчарка. Что вы делали? Какая функция, находясь там? Вот это нас так везли покушать, вот, на завтрак там или еще что-нибудь, через туалет. А еще первый день пытались там умывальник устроить. Водой? Да, да. Но кран открываешь, и она на ходу замерзала. 15 градусов мороза. И баню тоже нам так же само устроили. Черт, мы рады были, что помылись, или не рады, мы так и не поняли. Холодно, и вот это. В палатках тоже было холодно? Они без Ну, там без палатки дров? были, поставили буржуйки новые. Но мы сразу там, они дрова были, мы бегали туда тоже, там такие ящики из-под патронов, брали дрова, закидали. Ну, правда, первый раз мы их затопили, они объяснили, что новые, и краска, чтобы обгорела, сделали сквозняк, этот дым ушел. Сколько времени вы так пробыли и потом куда вас отправили? С 8 до 14 Чего? марта. Нет, март. Да, Да, марта, марта. да, да. То есть там мы были вот так, кушали, там, по ложке давали, но очень быстро все. Чай, кипяток, там успел, не успел. А у кого там руки отмороженные, там перетянутые руки, у многих руки просто так висели, да, там, знаете, кормили там друг друга. Ну, так, Какая цель была там? расчеловечивание. Просто унизить, что ты не человек и всё. Что самое ужасное было за весь этот период? Без конца учили, пели песни дебильные. Гимн России, я его знаю наизусть. Это по 50 раз в день. А бывает, если там еще там не так, как надо спели, это утром встают и с утра, стоя с 6 часов до часу дня, стоя, вот это поем без конца этот гимн. Тут дядя Вова, мы с тобой, вот этот дебиль, День Победы, Катюша, вот такие вот это. Концерт у Кобзона. Концерт, да, до Кобзона. Это точно. А ребята как, что кому-то было плохо? Конечно. И что с ними было? Ну, там, ну что, воды тоже, вот это, в этом лагере не было воды, как ни странно. Там, я там и снег доставал. Пить не было? Да, снег просто доставал, прямо на улицу выходил, снежки, но они там тоже не разрешали. Ну, брал, потом топили. Ну, чай, что вот, был чай в обед, завтрак, то еще так было. А Потом- были пытки, вас пытали или Ну, были. что было? Вот это постоянно спрашивают, бьют, где националисты, где азовцы. Самое страшное, это остаться там, и что мысли были такие, что заберут куда-нибудь в Сибирь, еще куда-нибудь. И самое страшное, что Украина проиграет. Это самое страшное.